Дорогой друг, ты на канале Cosmic Gamer. Меня зовут Евгений. Мы продолжаем играть в некосмическое выживание. Мы строим город средневековый в Manor. А пока загружается игра, я хочу поблагодарить тебя за твою поддержку, за твои лайки, комментарии и подписки. У нас чисто экономическое развитие. В прошлой серии мы с нуля начали строить поселение. Пишите в комментариях, кому нравится такой формат и кому не нравится и почему. Осматриваемся, что мы делали в прошлой серии. Мы остановились на том, что разметили два больших участка под сады. То есть здесь у нас будет сад. Теперь небольшой обзор по поселению. У нас есть несколько домов. 6 домов. Можно по семьям смотреть. Можно осмотреть вот здесь, вот сколько у нас хозяйств. 6 домов, 6 хозяйств первого уровня. Далее у нас есть фактория, которая еще не торгует. 2 склада. Рынок. Каменоломня. Не каменоломня, а добыча камней. Есть закуток рыбаков, которые ловят рыбу. У нас есть свои ресурсы. Колодец. Небольшая промзона, где мы режем бревна на доски. Умеем собирать дрова. И у нас есть сторожка лесников, то есть мы сможем высаживать новые деревья. Также я разместил несколько полей для ржи под выращивание этих культур. И построил несколько, даже не несколько, а вот конкретно построил добычу глины и добычу металла. У нас также есть заимка собирателей, которые собирают ягоды. И мы продолжаем с этого места развиваться. Что у нас происходит? У нас не хватает семьи свободной, которая построила бы вот эти вот 2 дома. Смотрим, откуда можно снять одну семью. В принципе, все заняты, да? Можно с металла снять или с глины. Давай пока с глины снимем одну. И ускорим время. Не побежали, побежали строить домики. А пока там бегают строить домики, я думаю, что можно начинать строить возле одного из полей. Собственно, то, что будет нам давать потом урожай. Нам нужна житница. Понизим пока приоритет этого строительства, чтобы дома построились первыми. Вот. Для глины нам надо склад, чтобы быстрее переносили продукцию. Вот. А для житницы нам понадобится склад с пищевой продукцией. Вот. Можно оптимизировать, и даже нужно оптимизировать, поставить склады возле производства, того, чтобы быстрее происходила коммуникация. Это ускорит процессы. Здесь возле заимки, возле закутков рыбаков я не буду ставить склад. Так вот есть рядом амбар, который не так далеко бегать.
У нас прибыли новые семьи. Сейчас мы достроим склады. Настроим на этих складах коммуникацию, так чтобы... Вернее, не коммуникацию, а фильтры настроим, чтобы нельзя было сюда принести то, что, ну, скажем так, не нужно в этом месте, да? А центральные склады оставим как есть. Две свободные семьи. Камня у нас достаточно. А можно продолжить добывать дрова. Вернее, не дрова, а бревна. Также дрова. Нет, дрова пока не будем. Давай пока бревна только добывать. Я подожду, пока построятся склады. Я пока собираю, продолжаю вот металлы собирать. Ну, для металлов, конечно, сколько их здесь? 82. Но я не буду здесь строить склад, это и так отнесут. А вот сюда бегать уже довольно далеко. Сюда приносят к нам бревна, идут строительства. В данный момент я намеренно игнорирую очки развития, потому что в новой версии у нас вот это все еще не реализовано. А здесь я пока не принял решение, что именно я хочу получить. По мере строительства будем смотреть, чего нам не хватает. И я также не хочу слишком быстро развиваться, потому что если я сейчас добавлю жителей, увеличится расход продуктов. У нас добавились жители. Продолжим сбор ресурсов. Что у нас по запасам? Есть на 5 месяцев, и у нас сентябрь, то есть мы зиму переживем. Топлива у нас не хватает. Вернее, у нас как бы приостановился сбор топлива. Я думаю, что мы вот сюда добавим еще одну семью для сбора топлива. Построится пристройка, потом семья заедет, и у нас будет 2 семьи на участке. Все строится понемногу. Это вот вольный купец бегает, который сейчас с нами никак не взаимодействует, потому что мы на фактории ничего не настроили. Так, у нас привязки стойла есть 2 свободные. Их нужно проапгрейдить. Ну и дождаться, собственно, строительства. Строительство происходит в данный момент долго, потому что доставка материалов и пешие прогулки от точки в точку довольно длительные. Несмотря даже на максимальное ускорение. У нас по материалам. Еды достаточно. У нас еды на год, если мы не будем увеличивать количество жителей. Лес у нас достаточно сейчас. Давай продолжим добычу дров. И пока у нас добываются дрова, нам надо еще сделать
вот эту штуку, углевыжигательную печь. Зачем? Ну, для того, чтобы нарубленные дрова превращать в уголь. Он будет более теплоемким и более эффективным. Что у нас по рынку? Хорошо видно наши дома, пока их не так много. Значит, запасы в амбарах у нас доступны. То есть каждый дом получает рыбу и ягоды. Далее. Товары общего назначения у нас сейчас только дрова. То есть вот эти все дома мы запаслись дровами. Вернее, жители затарились сами этими дровами. По ресурсам у нас есть ягоды и карпы. Я имею в виду по еде. Остальное я как бы озвучивать не буду, но мы добыли. У нас бревна всегда добываются, они как бы практически бесконечные. Потому что лес высаживается, выращивается. Мы пока не высаживаем, но мы просто срубаем. Вот у нас ограниченное количество щебня. И критичное количество инструментов 2. То есть в следующий год у нас, возможно, какое-то производство просто остановится из-за нехватки материалов. Что у нас там по металлу? У нас 69 железной руды уже есть. И 49 еще можно добыть. Декабрь месяц. Эту семью мы освобождаем. 3 семьи на строительстве сейчас. Может быть, до весны мы достроим все запланированные здания. Рыболовов я тоже пока отпущу. Пока я отпустил рыболовов, я поставлю вот здесь и здесь людей. Это у нас будет цикл как сборки дров и углевыжигания. Так, и тогда на центральном складу мы запретим размещение дров. Ставим только уголь. Даже можем и уголь. Нет, уголь оставим, он на рынок пойдет. Да. Доски, в принципе, пусть остается. Ну, пища, естественно, остается вся, какая есть. Вот, и теперь у нас будут доски, вернее, здесь будет собираться доска, дрова и уголь. Достраиваем все. Печь уже заработала. Мы перерабатываем дрова в древесный уголь. Так как у нас появилась еще одна семья свободная, мы можем пока их сюда поставить и назначить зону. Что нам это даст? Это будут засаженные деревья, которые вырастут снова. Холод, замерзли. Кто-то у нас замерз. Хотя топливо на 15 месяцев имеется. Ну-ка.
Кто у нас там позамерзал? Ну, хотя вот у всех все есть. Разметку под сад сделать сразу. И добавить еще одну семью. По складам. Нам нужно на этом складе оставить только доски. Дрова и уголь. Зачем так? Ну, отсюда будут дрова быстро переноситься на склад. И со склада сразу же браться на углевыжигатель. Также углевыжигатель будет относить непосредственно быстро свою продукцию на склад, а складской работник уже будет доставлять на вот сюда, на рынок. Ну и, соответственно, центральный склад, который тоже вмещает в себя всю продукцию, все возможные товары и вообще все, что можно только. Но это еще не значит, что здесь будут посажены деревья. Как забор интересно размещен. Вот, то есть смысл здесь в том, что мы разметку сделали, а когда у нас появится денежка, мы тогда засадим фруктами эти два сада. И, кстати, вот есть бонус опыления. Культуры, фрукты, овощи. Увеличивается на 30% от суммы бонусов природной среды, лук и свойства пчеловодства. Просто в доме в обычном, в котором нет никакого хозяйства, бонусов никаких нет. Март месяц. Появилась рыба, оттаяла. Нам нужны рыболовы активные. Появились ягоды. Здесь нужны собиратели активные. Когда мы уже построилась житница, вот амбар, склад. Можно сразу настроить, чтобы вот в амбар ничего не приносили левого. Ставим товары. Все уберем сейчас отсюда. Ставим здесь только муку, солод, ржаную муку. То, что будет зерновыми культурами, вот все, что будет производиться с полей. Это все у нас здесь не производится. Это что такое? Ржаной хлеб. Ставим здесь. Пшеничный хлеб. Яблоки. Это все нет. Это что такое? Пряники. Так. Вот это все мы пока оставляем. И сами культуры мы оставим на этом складе. И проапгрейдим его тоже. Технический склад. Здесь у нас глина добывается. А раз она добывается прямо здесь, то мы черепицу будем прямо здесь готовить. По культурам у нас вот есть лен, если вдруг мы будем его выращивать, то он сюда пойдет. Так, железные детали, специи, пряжи, это все нет. Глина остается, а руду нет. Это все сюда тащить не надо на этот склад. И тоже его проапгрейдим. По житнице. Приоритет обработки, ограничения, ограниченная рабочая зона. То есть можно зону ограничить рабочую. Зону я ограничу, а вот эти два поля. Потому что у нас есть еще третье поле, и я не хочу, чтобы жители бегали через всю карту на другое поле. Так.
Это будут настройки. Также нужно постройку для плугов поставить. И сюда желательно вала сделать, чтобы он не бегал тоже через всю карту. Вол будет, собственно, с той стороны. Что дальше? Дальше у нас здесь глина добывается. Я сейчас остановлю добычу глины. Пока остановлю добычу глины. По нашим имеющимся складам я уберу с общего склада необходимость сюда приносить глину, черепицу. Культуры тоже здесь не нужны. Но это все оставлю пока как есть. По поводу основного склада и торговли, вернее не торговли, а то, что здесь хранится, да, то есть вот эти культуры, они будут на том складе слева сверху. Ржаные хлеба, вот это вот все будет сюда заноситься. Зачем? Потому что мы торгуем с этого склада. Вот эти вот все зерновые культуры не будут сюда приноситься. Только готовая продукция. Также его желательно расширить. У нас одна свободная семья. Смотрим, что у нас здесь происходит. У нас есть стойло. У нас есть рыбаки. Камень пока перестали добывать. Жители живут. Лесорубы собирают дрова. Или не дрова, а бревна на строительство. Это основной строительный ресурс. Здесь у нас стоит ограничение 20 штук оставлять всегда. Пока там никого нет. Склад рабочий большой. Сторожка дровосеков работает. Цикл сборки работает. Топливо в смысле. Топливо, кстати, уже на 27 месяцев собрали. Можно пока приостановить сборку. По крайней мере, добычу дров можно приостановить. Оставим на какое-то время смотрителей леса. Высаживают деревья. Так, что дальше? Металлы. Металлы мы продолжаем добывать. Их нужно будет плавить. Что у нас по основному складу? Мы сюда металлы собираем? Собираем. Но если мы сюда собираем металлы, там нет смысла создавать производство. Можем его здесь создать. Настроим здесь сборку металлов, слитков. И инструменты. Вот инструменты. Отсюда уберем инструменты, слитки, металлы. Сейчас посмотрим, будут ли они их переносить, работники склада. Заметим, 96 железа. Да, забирают. 66. Здесь должно появиться железо. Сейчас донесут, вот, переносят. То есть отлично работает переноска одной продукции со склада на склад. Тогда можно это все дело настроить гораздо тоньше. То есть убрать одну продукцию с одного склада и перенести его буквально на другой.
Получается, уголь я здесь поставил, будет распределение угля. Ну хорошо, переносят. Раз его туда таскают вполне себе успешно, мы можем тогда здесь еще построить плавильную печь. И будем здесь делать, плавить металл. Горн будет стоять. И кузница. Так, а какие у меня дома подлежат по этому производству? Обслуживанию, вернее, если быть точным. Так, когда там люди сидят, видно, какое обслуживание. Вот. Тут у нас сидит семья одна, и видно, что раз запас идет на обслуживание 2 единиц на год инструментов. Значит, нам нужно производить инструменты, причем довольно срочно. Потому что что-то где-то да остановится. Тут у нас с рыбой переполнение. Сейчас достроится амбар, и мы сможем рыбу перенести с рыболовного закутка сюда. Там вот писала нам система, что намокли ресурсы. Давай, достраивай. Это 3 месяца. Топливо, 10 месяцев еда. Да, это все не быстро. То, чтобы травы вырастить, нам нужна денежка. А вот, кстати, амбар нужно настроить. Здесь у нас будут только ягоды и только травы. Тоже его проапгрейдим. В процессе тоже. Ну что, подождем. Просто я довольно много всего заказал на строительство, но все в разных концах карты, и, соответственно, довольно долго приходится ждать, пока все это настроится. Там бар достроили большой. Этот. Мы, соответственно, здесь собираем всю продукцию пищевую, готовую к потреблению. Что, пошла рыба к нам сюда, да? Ну-ка, посмотрим. Да, рыба пошла. Это не может не радовать. Там еще 7% горн строится. Здесь еще 3% не достроили. Здесь просто все недостроено. И пошел дождь. Как погодное явление, которое портит припасы, которые находятся не на складах. У нас еды на год. Сейчас июнь. Мы продолжаем собирать еду. У нас 2 свободные семьи.
Сарай кузнеца у нас достроился. Его нужно занести топливо. Максимум 12, но я поставлю 11, чтобы не было переполнения. Раньше был с этим баг связанный, то есть когда ставили 12, в какой-то момент программа глючила и говорила, что ой, там переполнение. Поэтому я оставлю 11. Мер топлива для сарая кузнеца. Выработки сейчас пока нет. Но нам нужен горн, чтобы выработка пошла. Так. Здесь мы пока ничего не производим. Что тут с людьми? Один вала погоняет. Подыскивает место для посадки, ходит. Посмотрим внимательно, как это происходит. Интересно, как долго эта тетя будет идти? У нее лопата в руках. Ну что, я уже и размяться успел, она все еще идет через лес. Мне кажется, это вечный процесс, да, будет? О, наконец-то она остановилась. Ждет. Снова подыскивает место для посадки. Ну, я так понимаю, высадила дерево и пошла дальше. Ладно. Не увидел это, что хотел видеть. Ну и, впрочем, неважно. Горн. На горн мы ставим человека, сразу из расход инструментов 3 штуки. Запас топлива делаем. Увеличиваем скорость. Вот люди пошли. Должны принести топливо. Должны принести сейчас металлы. Потому что их задача переварить металл, железную руду вот в слитке. $11 топлива запас сейчас будет. 10. Вот пошел металл. Пошла продукция. Железные заготовки пошли. Но мы будем их переваривать все, то что есть, до конца. Что там за проблема? Выработка скромная, скорость работы небольшая, вдвое медленнее. Требуется обслуживание. Ну, естественно, инструментов нет, поэтому обслуживания нет. Вот прямой ответ. Зачем нам инструменты для стопроцентной выработки? Теперь делаем, ставим сюда еще семью. Там не достроили, ну да. Эта семья будет заниматься, собственно, переплавкой вот этих вот заготовок в инструменты. Мы будем переплавлять все заготовки во все инструменты. Тогда у нас появятся инструменты для обслуживания вот таких вот домов, вернее, производственных зданий, да, у которых требуется обслуживание. Сейчас мы это будем наблюдать. Как только появится первый инструмент. У нас сейчас 0 инструментов. Да, перецепим.
Пошел инструмент, куда-то там распределиться сейчас. И вот, пожалуйста, инструмент попал в это здание. 100% скорость работы теперь имеется. То есть имеем в виду, что со временем, если у нас закончатся полностью инструменты, все наши производства замедлятся на 50%. Здесь процесс у нас идет. Таких вот лесников я пока заберу, освобожу от работ. Они мне на строительстве нужны. Как только у нас закончатся дрова, можно будет освободить и угледелов. Топливо. Материалов больше нет, я так понимаю, да? Можно пока остановиться. Да, и что у нас там с металлами, с шахтой? Все, шахта пустая. Людей отсюда снимаем. Глубокую шахту мы здесь не построим, потому что там нет богатых залежей, и поэтому мы просто сносим это здание. Вот и убираем отсюда дорогу. Вот, пожалуйста, у нас площадка освободилась. Здесь работы ведутся. Здесь еще не достроили. Я вот сейчас прям сейчас строят. Это склад, который апгрейдится. Ну и раньше до обновлений можно было проставить просто склад, работники там какого-то производственного здания свою продукцию сами на склад носили. Прошу прощения, кашляю. Вот, а теперь, если на складе есть люди, они начинают работать с продукцией. Поэтому нужно будет поселить кого-то на склад. Что, сентябрь? Сентябрь. Здесь самое длительное у нас строительство. Можно освобождать людей. Пусть занимаются стройкой. Ну и, кстати, можно попробовать на закутке рыболовов. Я не знаю, если я выбью полностью рыбу в ноль, она же больше не появится, да? Не будет размножаться. Тогда я не буду в ноль выбивать. Ну, это не точно, но экспериментировать я как бы не очень-то хочу. Потому что если я потеряю рыбное хозяйство, и это будет беда. Что у нас по запасам? В принципе, запасы позволяют добавить еще жителей. Поставим производство бревен. Рыболовов можно пока снять с работ. Заняться добычей камня и освободить эту территорию. Потом мы здесь еще будем дома ставить. Что у нас тут? Вот есть реальный риск увеличить количество населения, которое будет эту рыбу и ягоды поедать быстрее, чем они способны восстанавливаться. И дальше у нас будет реальная проблема. Потому что сейчас я не сделал никаких дополнительных источников пищи.
Надо аккуратненько. Еды на 13 месяцев. Есть у камня 808. Довольно богатая жила. Камень весь перетечет на большой склад. Сейчас мы стабилизируем производство и попробуем продать какую-то продукцию, которая у нас есть. Для того, чтобы заложить вот сад. Сады заложить, хозяйство обеспечить внутри вот таких вот домиков. Я даже думаю, что вот этот вот огородик будет огородиком. Довольно немало здесь места, приличное количество. Да. А вот это вот маленькое уже. Здесь можно курятник или что-то построить. Здесь еще нужно купить культуру. То есть не просто разместить место под огород, а еще и купить. Раньше такого не было. Декабрь месяц. Декабрь месяц. Мои доски дрова оставляю, вернее, да, 20 бревен всегда оставляем в запасе. Смотреть. Еда заканчивается на 11 месяцев. Так, что у нас? Добыча идет быстрее, чем ее перенос на склад. Но я думаю, они справятся.